Говорим о доме, но не просто о доме, а чем опасен дом, построенный на бывшем кладбище. С увеличением численности населения люди в больших городах стремятся построить как можно больше жилых домов. Здания, построенные на бывших кладбищах, уже давно не редкость. Хотя от затеи такого строительства лучше отказаться, потому что как строителям, так и жителям таких построек может угрожать опасность. Так почему же не стоит строить дом на месте кладбища? Современные населенные пункты стремительно растут. Численность людей с каждым годом увеличивается, и каждому человеку необходим свой дом. Заброшенные места захоронения, территории которых пустуют довольно долго, могут стать местом для строительства жилых зданий. И многие люди даже не задумываются, почему нельзя строить дом на месте кладбища и какую опасность он в себе несет. Знаете, что погост является местом упокоения усопших. Когда-то эти люди были чьими-то родственниками и любимыми людьми. У каждого из них была своя судьба, и возводить любую постройку, тем более жилое здание на человеческих костях, это как минимум неэтично. Даже если вы далеки от мистики и магии и не думаете, что ваши действия могут потревожить дух умерших людей, все же лучше чтить их память и не затевать строительство на месте, где покоится человеческий прах. Ведь такие действия можно характеризовать как вандализм и полное неуважение. Если же строительство все-таки состоялось, то люди, которым посчастливится жить в таком доме, будут регулярно подвергаться влиянию негативной энергии. Существует такое понятие, как энергетика кладбища. Посещая погост, каждый из нас может ощутить ее влияние на себе. У кого-то по приходу сюда появляется умиротворение, кто-то же испытывает тревогу, а вот некоторые вообще ужас и панический страх. Но какие бы чувства люди не испытывали, мало кто хотел бы жить в этом месте. Друзья, напишите в комментариях под этим видео, что какие у вас есть ощущения, когда вы посещаете кладбище. Кроме того, наверное, многие из вас слышали об энергетике кладбищенской земли. Наши предки даже после посещения погоста тщательно мыли обувь, прежде чем зайти в свой дом, опасаясь занести в жилище землю, которая является мощным артефактом. Ее используют во многих ритуалах именно черной магии. Подкинув на порог или на подоконник землю с погоста, на вас могут навести порчу, на болезни, невезение, а возможно даже и смерть. Поэтому здание, построенное на месте кладбища, мало кому может принести счастье. Люди, проживающие в таких домах, жалуются на систематические головные боли, слабость, возможно, упадок сил. Им часто даже снятся дурные сны и даже мерещатся призраки усопших, чье спокойствие было нарушено. Такие жильцы чаще болеют, они часто испытывают нервные расстройства, а некоторые даже теряют рассудок, заканчивая свои дни именно в психиатрической больнице. Все-таки как же живется в доме, построенном на кладбище? Любой человек, имеющий экстрасенсорные способности и по приходу в такой дом сразу же чувствует энергию потустороннего мира. Рано или поздно потревоженные души похороненных на кладбище, на месте которого был заложен фундамент этой новой уже постройки, будут оказывать влияние на таких обитателей. Подобное влияние может проявляться при этом по-разному, но в большинстве случаев ничем хорошим для жильцов оно не грозит. Их жизнь, друзья, может резко измениться в худшую сторону. Люди, проживающие в доме на кладбище, начинают болеть. У некоторых обостряются хронические болезни, у других может развиться даже онкология. Психические заболевания тоже не редкость. В таких домах плохо приживаются животные, они странные и беспокойно себя ведут. По статистике, многие жители таких домов становятся алкоголиками и наркоманами. Также высокий процент самоубийств среди кладбищенских жильцов. Во время строительства часто случаются неприятности, рабочие получают увечья, а иногда даже погибают при непонятных обстоятельствах. Как ни прискорбно было бы, но очистить дом, построенный на месте старого кладбища, от негативной энергетики практически невозможно.
Поэтому, друзья, когда вы планируете покупать дом в новострое, и вы, например, вы не прожили всю свою жизнь в этом городе, пожалуйста, узнайте у пожилых людей, а что было до этого здесь. Потому что, например, города-миллионники, они быстро расширяются, увеличиваются. И то, что когда-то было окраиной города, сейчас это может быть целый элитный район. Поэтому вам, например, понравился очень дом, вам понравился новострой, вас все устраивает, но мы же повторяемся. Узнайте, пожалуйста, у людей, которые здесь жили именно в этом городе, именно испокон вот веков, да, последние 200 лет, потому что, знаете, из поколения в поколение передается, а здесь было это, а здесь было то, а вот здесь вот так вот было, а там были, например, может быть, в советское время там были какие-то тюрьмы или расстреливали там людей, то есть узнайте более подробно, потому что вы, покупая квартиру, покупая дом или строя дом на этом месте, вы должны понимать, что, может, сразу вам это понравилось, и вы можете не заметить никаких проблем. Но все придет у вас со временем. У вас начнутся проблемы в семье, кто-то начнет болеть, постоянно будет что-то происходить, что вы будете не понимать. Через какой-то определенный период вы можете узнать, что вы проживаете именно на кладбище, или вы проживаете на том месте, на котором нежелательно вообще было строить и находиться постоянно. Друзья, а ваше мнение какое по поводу того, что если новострой строится на местах, где когда-то было раньше кладбище? Поделитесь в комментариях под этим видео, расскажите свои истории, где вы живете, как вы себя чувствуете, и вообще, когда вы приходите на кладбище, какие ваши ощущения, как вы это все видите? Может, вы вообще видите это что-то, что не видят именно простые люди? Поделитесь в комментариях, друзья, под этим видео. Друзья, ну с вами был канал Эзотерика для тебя. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Также пишите ваши вопросы и комментарии. Мы, друзья, с вами прощаемся и уже услышимся в следующих эфирах. Пока-пока.